Задача: построить линию пересечения заданных плоскостей и отметить их видимые части. У нас дано одна плоскость ABC, горизонтальная проекция и фронтальная. Эта плоскость задана плоской фигурой треугольником. Вторая плоскость KDEF. Эта плоскость задана плоской фигурой четырехугольником. И эта плоскость является горизонтально проецирующей. Почему? Потому что на горизонтальной плоскости проекции она отображается в виде линий. Это нам и помогает. Мы сразу видим, где будет линия пересечения. Вот она, да, вот этот кусочек и будет линия пересечения. Отметим точки, да, одну и вторую. Эти точки лежат на АС и БС соответственно. Найдем эти точки на фронтальной плоскости проекции. Ну, первая на АС. Это будет точка вот здесь. И вторая точка будет вот здесь. Она будет лежать на BC. BC у нас здесь, и соответственно здесь будет точка. И можем соединить две полученные точки, и мы получим линию пересечения. Так, то есть половина нашей задачи решена. Но здесь есть еще одна тонкость. Какая? Линия пересечения, она будет видна. А дальше, смотрите, у треугольника ABC вот этот кусочек, он может быть ближе к нам, то есть мы его будем видеть, а вот этот кусочек мы видеть не будем. То есть надо определить видимость. Для того, чтобы определить видимость, то нам надо взять точки, которые называют конкурирующими. И точки эти могут быть какие? Вот, допустим, две точки. Здесь пересекается DE и AB. И давайте посмотрим. Назначим здесь две точки. Одна из них принадлежит AB, вторая DE. Как нам кажется, на фронтальной проекции эти точки совпадают. А на самом деле, давайте посмотрим. Провели. Одна из точек DE. DE у нас вот она, да, в этом месте. А вторая точка принадлежит AB. AB у нас в этом месте. И теперь смотрим. На фронтальной плоскости проекции мы будем видеть что? То, что ближе к нам. Мы смотрим вот так, снизу сюда. И мы сначала видим точку, лежащую на DE. На DE. Значит, мораль какая? Вот в этом месте мы видим DE, а AB мы не видим, да? То есть вот этого кусочка мы не видим. Значит, сразу давайте мы его здесь разорвем и удалим. И здесь взамен построим пунктирную линию. А теперь давайте подумаем, может нам этого будет достаточно, а может и нет. Тогда еще возьмем какие-то точки. Значит, мы эту линию не видим, эту линию мы видим точно. Ну, у нас еще вопрос. Вот тут, вот этот кусочек мы видим или не видим? Ну, логично предположить, что это мы тоже не видим, верно? Но давайте на всякий случай, допустим, проверим, как мы видим или не видим. Берем эту линию и далее проводим, то есть назначаем одну точку DE, а вторую BC. И проводим линию связи вниз. Провели вниз. И теперь ищем эти точки. Одна на DE, то есть одна вот тут находится. А вторая
находится на BC. BC вот тут. Опять же, смотрим снизу, мы видим DE, а BC не видим. Значит, ну, так как мы и предполагали, да, так и должно быть. Мы просто на всякий случай проверили, да. Опять же, этот кусочек удаляем. И взамен изображаем пунктирную линию. Изобразили. Так, ну а теперь уже достаточно порассуждать даже. Значит, мы это не видим. Вот представляете, эта часть треугольника за находится плоскостью. До линии пересечения. Здесь мы уже ее однозначно видим. Правильно? Значит, для четырехугольной плоскости вот этот кусочек мы видеть не будем. Значит, обозначим здесь пунктирной линией этот кусочек. Так, дальше. У треугольника мы вот эту часть видим, то вот это уже однозначно мы что не видим. Да? Тоже тогда убираем. Вот здесь вот этот и этот. Взамен изображаем пунктир. Так, ну и дальше думаем, что мы. Значит, мы четырехугольную плоскость видим здесь, здесь, здесь и здесь. А треугольный кусочек видим, потом она прячется и потом торчит. Ну все, видимость мы показали. Внизу видимости никакой нет, линия пересечения, она однозначно видна. Задача решена.